24 сентября 2021 года в 8 часов вечера в полицейское управление Сан-Хосе поступил звонок. Женский голос сказал диспетчеру, что 3-летняя девочка по имени Арли Наоми Проктор не дышит и, вероятно, умерла. Звонок был сделан ее матерью, Клаудией. Когда экстренная служба прибыла на место происшествия, они обнаружили, что звонок поступил из дома, в задней части которого действовала церковь пятидесятников, одного из направлений протестантизма. Работники скорой медицинской помощи доставили девочку в больницу, где врачи констатировали смерть. Именно тогда полиция узнала, что Арли Наоми Проктор скончалась в результате проведенного над ней обряда экзорцизма. В тот вечер с ребенком в церкви были 3 взрослых членов семьи, в том числе ее мать Клаудия, ее дядя и дедушка. Изначально было не очень понятно, как маленькая девочка перестала дышать и что с ней случилось, поэтому следователи быстро разделили 3 взрослых, чтобы допросить их по отдельности. Согласно заявлениям, данным полиции на месте происшествия, все 3 взрослых считали, что девочка одержима демоном, и они привели ее в церковь, чтобы помолиться, пытаясь этим изгнать из нее демона. Клаудия рассказала, что накануне вечером, 23 сентября, они были у себя дома, когда ее дочь проснулась посреди ночи с криком и плачем, и девушка не могла понять, что произошло с ее ребенком. Клаудия позвонила своему брату, потому что она считала, что ее дочь одержима дьяволом, и думала, что им нужно помолиться за нее. Молитва не успокоила Наоми, и девочка продолжала плакать весь вечер. На следующее утро они сели в машину и поехали в церковь, чтобы попытаться провести обряд экзорцизма. Когда они добрались до церкви, они положили девочку у алтаря, и Клаудия попыталась засунуть свой палец в горло дочери, сжимая ее шею, чтобы вызвать рвоту. Они верили, что смогут этими действиями изгнать демона. В какой-то момент во время экзорцизма в церкви появился дедушка девочки, который стал молиться. Все 3 держали ребенка, пока она кричала и плакала, а Клаудия продолжала пытаться вызвать у ребенка рвоту. По словам дедушки, внучка пыталась сопротивляться, царапая его руки, пока он удерживал ее. После нескольких часов попыток вызвать у ребенка рвоту, это наконец произошло. Клаудия описала, что из девочки вышла прозрачно-фиолетовая жидкость. Тем не менее, обряд экзорцизма на этом не закончился. Дядя опустился на колени рядом с ребенком и положил одну руку на грудь жертвы, а другую – на ее спину. Затем он стал сжимать тело девочки в течение 10 минут, закрыв глаза и в то же время читая молитву. Когда он открыл глаза, девочка больше не дышала. Они не пытались привести ее в чувство и даже не сразу позвонили в экстренную службу. Вместо этого они продолжили молиться, а уже через несколько часов они позвонили на линию экстренной помощи, чтобы сообщить, что девочка в бессознательном состоянии. Вскрытие, проведенное медицинским экспертом, подтвердило все слова, сказанные родственниками. Причиной смерти ребенка стала асфиксия. В отчетах отмечалось, что у девочки были видимые повреждения на теле, особенно на лице вокруг глаз и многочисленные синяки на шее. У нее также были травмы языка и рта, а также множественные травмы от удара тупым предметом по груди, спине и конечностям, плюс ко всему внутреннее кровотечение. Содержимое ее желудка было практически пустым. Она не ела за день до своей гибели, и ей дали всего около 200 мл воды за последние 24 часа. Дедушка девочки является лидером этой маленькой церкви, которая арендовала помещение в задней части дома. Он утверждает, что является сертифицированным проповедником и сообщил средствам массовой информации, что испытывает боль в связи со смертью своей внучки, но он не думает, что обряд экзорцизма стал причиной ее гибели. Он сказал: «Если вы прочтете Библию, вы увидите, что Иисус изгоняет бесов и снова делает больных людей здоровыми. Это происходит не тогда, когда я хочу это сделать, а когда Бог по своей воле хочет исцелить человека. Проповедник подобен орудию Божьему, то, что мы делаем, это то, что говорит нам Бог».
Церковь пятидесятников очень распространена в латиноамериканских сообществах, и для них очень характерно верить в чудеса, однако изгнание дьявола определенно не является чем-то обыденным для направления этой церкви. Полицейские ждали несколько месяцев, чтобы произвести какие-либо аресты, заявив, что хотят дождаться полного отчета медицинского эксперта. В силу сложившихся обстоятельств им потребовалось достаточное количество доказательств, чтобы построить убедительное дело. Пока продолжалось расследование, Клаудия завела свой YouTube-канал. Наблюдая за ней, вы никогда бы не узнали, что ее маленькая дочь совсем недавно была убита. Одна из публикаций посвящена ее дочери. Это 40-минутное видео, в котором Клаудия улыбается и смеется и, судя по всему, ни о чем не сожалеет. Она сказала: «Я могла бы сидеть здесь и страдать, но мне нет смысла этого делать, я не могу изменить то, что произошло». Всего через 6 дней после загрузки этой публикации девушка была арестована 31 января в 2022 году. Она обвиняется в жестоком обращении с детьми, повлекшим за собой смерть. Ее брат и отец будут арестованы 11 мая, им будет предъявлено обвинение в том же преступлении. У мужчин было время подумать о том, что они сделали, и создать новую историю произошедшего. Дядя девочки отказался от своего заявления о том, что он положил руки ей на грудь и спину и продолжал сдавливать тело в течение 10 минут. Теперь он заявлял, что этого никогда не было. Он также теперь утверждал, что попытался реанимировать ребенка, когда заметил, что девочка не дышит. Это дело еще не дошло до суда, и детали этой истории раскрыты полицией только в мае этого года. Нет никакой информации, почему полиция держала это в секрете. Клаудии грозит от 25 лет заключения, если ее признают виновной. А что думаете вы, было ли это преднамеренным убийством или несчастным случаем? Оставляйте ваши версии в комментариях. Спасибо за внимание и до скорого!